Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор Белей, и вы снова у меня на канале. Конечно же, я очень рад, что мы снова встретились. Сегодня я приготовлю самый топовый салат, который приносит реально миллионные прибыли в ресторанах. Итак, немного специй, баклажан, томаты черри и секретный соус. Секретный соус я расскажу в самом конце, так что смотрите до конца, ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня еще небольшое нововведение. Меня будет немного, но будет много еды, готовки и, конечно же, новый формат. Новый формат прошу вас оценить, написать в комментариях, как вам нравится больше, когда я рассказываю и вы видите мое лицо, или же я рассказываю за кадром и вы видите больше готовки. Всем спасибо за участие в вопросе. Погнали! Итак, первым делом мы нарезаем баклажан и замачиваем его в холодной воде. Для чего мы это делаем? В первую очередь баклажан должен быть вкусный, слегка просоленный. Во вторую очередь, если вы используете домашние баклажаны, они могут горчить. Конечно же, вода с солью вам поможет избавиться от горечи. Также для чего нужна вода? Вода нужна для того, чтобы наш крахмал со специями, которые мы будем использовать, прилип к баклажану и в конце концов попал в салат. Если мы возьмем сухой баклажан, сухие специи, все это обсыпется и в конце концов у вас сгорит во фритюре. Также мы заранее нарезаем томаты на 4 части. Процеживаем баклажаны. Начинаем мариновать наши баклажаны. Соответственно, вернее, этот процесс называется подготовка к жарке. В первую очередь мы используем крахмал. Также добавляем специи. Немного специи хмели сунели, немного куркумы, паприка сладкая, карри и каплю соли. Также перец 5 видов. Все это хорошенечко перемешиваем. При необходимости буквально столовую ложку, еще одну водички, чтобы все-таки наши баклажанчики были в специях все. Вот такие вот получаются красавчики у нас. Далее нагреваем фритюр до 200 градусов. Итак, друзья, наши баклажанчики готовы к жарке. Фритюр нагрелся, температура 200. Ставим жариться. Опускаем их в масло. Также нам понадобится соус. Соус готовится на основе кетчупа, порядка 100 грамм, устричного соуса, грамм 30, немножко больше налил, получилось где-то грамм 50, соевый соус, желательно темный, 20 грамм. И, конечно же, черный молотый перец. У меня это микс перцев, что в принципе даже лучше. Перца грамма 3, лучше даже 5.
Буквально на минутку баклажаны убираем в сторону. Перемешиваем соус. Еще перец. Баклажаны промокнули от масла. Добавляем соус. Раз, два и чуть-чуть. Также добавляем черри. Перемешиваем. Выкладываем на тарелку. Хрустящие карамелизированные баклажаны, нежные томаты, очень вкусный, при этом пикантный соус. Томатов и баклажан должно быть практически 1 к 1. Почему? Потому как баклажаны хрустящие и острые, томаты их будут сглаживать. Зелень мяты я мелко режу. И посыпаю кинзой, просто украшаю. Друзья, мой салат готов, и я попробую его специально для вас. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Напишите в комментариях, понравился вам салат или нет. Просто вы часто спрашиваете рецепты, но после ни разу не написали мне. Это очень вкусно, и я в восторге от того, как вы презентовали свой рецепт. Пишите. Всегда ваш Виктор Белей. Я не прощаюсь, я говорю до скорой встречи. Пока.